Добрый день, друзья! Несколько минут еврейского. Мы смотрим на еврейскую грамматику различных стихов Библии, чтобы лучше понимать Писание. Наш стих сегодня – это Исаия, 6 глава, 3 стих. Давайте посмотрим на текст. Я начинаю читать. «Векара зе эль зе, веамар Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melo Kol Haaretz, Kevodo». Аминь. Слава Богу. Мы читаем здесь о поклонении в храме, который Исаия увидел. Слава Богу за это. Хорошо. Во-первых, мы хотим найти главные глаголы здесь. И они здесь, мы видим кара и амар. Кара и амар. Вы видите, эта буква, это В. В, это значит И. Это как союз И. В. И кара и амар. Оба из них, они глаголы, третье лицо, мужской род, единственное число, перфектное время, совершенное время. И мы переводим их здесь просто как прошедшее время, совершенный вид, может быть, кара взывал, и амар это сказал. Но это интересно, вы видите, в синодальном переводе это написано взывали, они. И они говорили. Интересно, почему? Но надо найти подлежащее, и это здесь «зе эль зе». Что это значит? «Зе» это значит «этот», и это единственное число, и у нас есть словосочетание здесь «зе эль зе», и это как один, извините, друг к другу, или на украинском один одному, что-то как это. И поэтому из-за того, что это друг к другу, это ясно, что они говорят друг к другу. Поэтому это хороший перевод. Даже это единственное число на еврейском, это хорошо делать перевод на русском как множественное число. Поэтому и взывали они друг к другу и говорили. Векара зе эль зе веамар. И что они говорили? Вы видите, кадош, кадош, кадош. Кадош, кадош, кадош. И очень интересно, кадош – это прилагательное имя, которое значит свят, свят. И это мужской род, единственное число. Кадош, кадош, кадош. Свят, свят, свят. Но почему 3 раза? Это всегда интересно. Когда они хотели делать ударение на смысле, иногда писатели в Ветхом Завете, они повторили слова. Поэтому Бог не просто кадош, не просто свят, но Он свят, свят, свят. Если я могу объяснить, есть еще написано в книге Исаия 26 глава и 3 стих. 26 глава 20 и 3 стих. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Эта фраза «в совершенном мире», «совершенный мир». Это слово «мир» на еврейском – это слово «шалом». Слово «шалом». Совершенный мир – это не особенное слово, которое значит совершенный, но это просто шалом, шалом. Поэтому просто мир – это шалом, но совершенный мир – это шалом, шалом. И здесь они не просто говорят, что Бог есть свят, кадош. Не только кадош, кадош, не очень свят, но кадош, 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 он очень-очень свят, самый святой. Никого более святой, чем он. Он более свят, чем всех. Есть
очень сильное ударение. Кадош, кадош, кадош. Слава Богу за это. Хорошо. Следующая линия. Адонай цваот. Адонай цваот. И слова здесь. Адонай цваот. Адонай, вы видите эти 4 буквы. Это личное имя Бога, личное имя Господа. И по традиции мы говорим, мы не произносим эти буквы, но мы говорим другое слово. Это написано таким образом. Адонай. Адонай. Хорошо. Адонай. Это значит Господь. Поэтому причина, почему вы видите слово Господь так очень часто в Ветхом Завете, это перевод этого слова Адонай. Это значит Господь. И они не произносили личное имя Бога. Они сказали Господь. Поэтому по традиции мы продолжаем эту традицию. Мы читаем Господь. Адонай. Следующее слово здесь цваот. Цваот. Есть слово цава. Цава — это значит армия. И цваот — это множественное число. Поэтому Адонай воинств или что-то как это. Адонай армии. Показывает его авторитет. И слава Богу за это. Хорошо. Следующая линия. Мело кол хаарец кводо. Мело обычно в переводе мы говорим полна. Обычно мы говорим полна. Вся земля полна славой Его. Полна на русском это прилагательное имя, но на еврейском мело, это первое слово здесь, это существительное имя. Может быть, мы не ожидали существительное имя здесь. Что это значит? Это значит более буквально полнота, или, может быть, заполнение, или, просто полнота. Следующая фраза «кол хаарец». И «кол хаарец» — это вся земля. «Кол» — это вся. «Хаарец» — арец — это земля. «Кол хаарец». И «кводо», следующее слово «кводо», его славой, слава его. Хорошо. Порядок слов здесь, это интересно. Порядок интересно. На русском у нас есть «вся земля полна славой его». «Вся земля» — это в первом месте, и «полна» — это второе место. Но здесь «полна» или «полнота» — это первое слово. «Мело». Поэтому можно говорить что-то как это. То, что наполняет кол хаарец, всю землю, это кводо, кводо. Кводо — это слово кавод, это значит слава, и эта последняя буква здесь О, это местоимение, это значит его. Поэтому то, что можно посмотреть здесь, то, что наполняет всю землю, это его слава. Это его слава. Можно говорить таким образом. Но это очень интересная фраза. Но переводы на русском, кажется мне, это хорошо, это правильно. Но просто порядок слов, кажется, это немножко необычно. Хорошо, если мы читаем сначала еще раз. «Векара зе эль зе, взывали они друг к другу и говорили в амар». Единственное число на еврейском, но множественное число на русском. Это хороший перевод. В амар здесь. Кадош, кадош, кадош. Свят, свят, свят. И следующая, третья линия. Адонай цваот. Господь армии или Господь воинств. Мело кол хаарец кводо.
И как на русском «вся земля полна славой Его», или «то, что исполняет всю землю, это Его слава». Поэтому слава Богу за это. Я надеюсь, что это понятно. Пусть Бог благословит вас.